Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и сегодня мы начнем с грустных новостей и перейдем к более позитивным слухам с Reddit. Короче говоря, новостной выпуск. А сегодня, чекая интернет, я узнал, что один из ведущих стендап-комиков России, Александр Долгополов, уехал из страны, потому что его начали преследовать. Преследовать его стали правоохранительные органы, и, как всегда, это достаточно частое у нас явление в России, и я хочу об этом пару слов сказать. В новостях, спасибо Фонтанке, указывают, что МВД ищет комика, шутившего про Путина в петербургском баре. Я небольшой фанат его творчества, видел там, что интервью с Дудем у него было, еще какие-то проекты. В любом случае, шутил он на тему власти, на тему политики и, как всегда, столкнулся с большими проблемами. В один из клубов, в котором он выступал год назад, то есть стендап был очень старый, за этот стендап ему отправили такую вот телеграмму. Русский стендап-клуб Hophead пришло письмо из Министерства внутренних дел. Давайте сразу ознакомимся с этим письмом. Оно пришло из Орехово-Зуевского МУ-МВД. На основании такой-то статьи просим вас сообщить информацию о лице, выступающем на видео. Что это такое? Доследственная проверка, следственные действия. С какой стати вы вообще обращаетесь в стендап-клуб по поводу выступления комика? Укажите, в рамках какого уголовного дела. Или что, все должны вам стучать тут же? Которая сообщала о том, что по его вот этому старому стендапу начинаются проверки. Там он, конечно же, шутил, как всегда, на тему политики. Его это сильно взбудоражило, потому что, тебя уже ищут, вот эти вот бумажки присылают, начинают копать на тебя, узнавать, где ты, как тебя найти, и понятно, к чему это все ведет. К заключению, к штрафам, к лишению возможности заниматься твоей деятельностью, и все в таком духе. Короче говоря, человека настолько напугали, что ему пришлось уехать. И я хочу сказать, что цензура в России все больше и больше, меня это печалит, потому что сейчас, например, появился новый министр культуры, которая там матом писала в своем живом журнале, которая писала, что нам против культуры и против всего, и все эти люди решают, какой должен быть стендап, какие должны быть игры, какие должны быть фильмы, а после этого начинают проверки, поднимают какие-то старые данные за год до этого, там за полтора, как можно было найти старый стендап, которому там больше года, и обвинить его в чем-то за это, я не понимаю, честно сказать. Сколько это откровенное должно быть преступление, чтобы люди хотя бы начали задумываться. Убийство Немцова? Да нет. Гибель Леха Качинского? Мне иногда кажется, что даже если Путин выйдет на улицу с оружием в руках и застрелит прохожего со словами «Смотрите, это я, Путин, стреляю в прохожего», люди подумают «Да не». Все те, кто говорят, что вот он сыкло, просто пришел, пообщался с ментами, никогда не знаешь, чем это общение может закончиться. Кого-то просто вскользь спросят, не собирается ли он на митинг призывать, а вот кому-то могут и наркоты подбросить, поэтому на такие встречи я бы точно не советовал никому идти, а уж как минимум придавать огласки и запасаться адвокатами. И этим видео я просто хотел бы поддержать чувака и просто показать, что есть такая проблема. Может быть, кто не в курсе, потому что у меня канал игровой, я знаю, что многие не интересуются политикой, но просто знайте, что такое происходит, и будьте осторожней. Она действительно настолько плоха, что она отправляет запросы, вместо того, чтобы бороться с настоящей преступностью, она пытается разузнать подробности про парня, который рассказывает шутки. Зачем они это делают, я не знаю конкретно пока, но понятно, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Я решил уведомить вас об этом, потому что мне страшно, я решил привлечь к этому внимание. Как будто бы заняться людям нечем, занимаются какой-то фигней, травят людей, которые абсолютно безобидны. Но, давайте к игровым новостям. Прямо сейчас, чекая Reddit, я увидел, что появились некоторые интересные слухи о компании Hangar 13. Если кто не знает, это разработчики Mafia 3, не очень хорошей игры, но которая, кстати, окупилась, между прочим. По слухам, они начинают делать Mafia 4, и они хотят привлечь старых разработчиков, которые работали над Mafia 2, хотят попробовать вернуть дух вот этих итальянских, мафиоза, и все происходить будет в Лас-Вегасе по сюжету. Как я уже говорил, это все такие утечки, инсайды, которые могут оказаться неправдой. Но недавно разработчики набирали новых людей к себе в команду, и это, скорее всего, вот этот звоночек и был. Как утверждает инсайдер, в игре не будет повторяющихся заданий, как это было в Mafia 3, которые просто испортили всю игру. Упор будет строиться на построении криминальной империи в 1970-х годах, что, по-моему, очень интересно, особенно в Вегасе. Это если мы будем уже домысливать, лично я, если домысливать буду, то это у нас казино,
Это у нас какие-то азартные игры, вот эти вот шоу, какие-то щиты рекламные. Короче, должно быть очень атмосферно. Ну и 70-е годы, как говорит наш инсайдер, главный герой будет итальянец. А это значит, что мы вернемся вот к той самой мафии, которая была в Мафии 1, в Мафии 2. И по его информации, игру анонсируют совсем скоро, а выйти она должна будет в 2021 году. Не знаю, насколько информация правдивая. Также есть инфа там в его посте, что появится Вита Скалета. И, в принципе, это неудивительно, ведь он итальянец. Звучит, честно говоря, офигительно. И если это так будет, то классно. К тому же какие-то слухи ходили о том, что сделают ремастер Мафии 2, но вот с этим я не очень согласен. Но я бы очень хотел. Следующая важная новость, можно сказать, такая утечка у Sony PlayStation Россия. Это у них пропали такие логотипы, лейблы о том, что игры их эксклюзивные. Случилось это с игрой Last of Us, случилось это игрой с Horizon Zero Dawn и с Ratchet Clank. Еще с Uncharted. Соответственно, можно делать вывод, что скорее всего, так же как и Horizon Zero Dawn, все эти игры перенесутся на ПК в ближайшем будущем. Для чего это делается? Давайте подумаем. Делается это, скорее всего, для того, чтобы набить себе фан-базу новую. Вы сами посудите, у них выходит PS5, у них сейчас будут большие затраты денег. И, конечно же, нужно привлекать новую кровь, новых молодых игроков, которые смогут подсесть на эту франшизу, на тот же Uncharted, на тот же Last of Us, и смогут, скажем так, подогреть немножко деньгами. И я думаю, что именно для этого так и делается. А потом уже на PS5, скорее всего, опять попрут эксклюзивы. Ну, по крайней мере, я бы так хотел, потому что, не знаю, когда у тебя эксклюзив, как-то приятно, что ли, на душе. Хотя кто-то, может, хотел поиграть всю жизнь в Last of Us, их мечта сбывается. Я хочу поздравить, скорее всего, это правда. И раз уж мы заговорили о больших играх, о том, как зарабатывать деньги, как платить деньги, с Rockstar Games потребовали налогов аж на 40% в Великобритании за успех их игры, соответственно. Понятно, онлайн приносит колоссальные деньги, GTA 5, и с них потребовали налоги, но они просят вот эти вот 40% у них как бы вычесть, ну, потому что им нужно разрабатывать якобы новый проект. И они обратились с просьбой к банкам, к государству, чтобы их вот этот долг рассосался, потому что они планируют очень сильные вложения в большой новый проект, который принесет какой-то опять-таки плод экономики, опять принесет новые доходы. И заявка касалась производства следующей игры, и очевидно, что это будет GTA 6. Понятно почему, потому что обещается, что проект будет очень большим, он превзойдет по затратам все остальные их проекты. Ну и что вообще сейчас делает Rockstar Games? Да ничего. И если что, государство Великобритании требует от них 37,6 миллионов фунтов стерлингов. И Rockstar хотят вот эти вот ставить себе, как бы сказать, вы нам их спешите на то, что мы делаем крутые игры, которые приносят всем одни плюсы. И, кстати, вакансии сейчас на сайте Rockstar Games появляются, а это значит, что что-то разрабатывается. Еще один слух, вот прямо сейчас читаю, в Твиттере объявился такой человек с никнеймом Aesthetic Gamer. Он хорошо раньше предсказывал всякие игры Resident Evil, там ремейки и прочее, и вот насчет Resident Evil 8 недавно тоже вброс сделал, но также он говорит, что прямо сейчас компания Konami, которая после ухода Хидео Кодзимы буквально вот опустилась на дно, потеряв все свои серии Silent Hill, МГС, все забросили, они типа сейчас работают над новой частью Silent Hill. Но этот Silent Hill это будет плавное переосмысление. Давайте я конкретно зачитаю его твит, чтобы не быть голословным. Вот что пишет наш чувак-инсайдер. К другим новостям я могу сказать, что в разработке находится несколько игр Silent Hill. Около 2 лет назад Konami связались с разными разработчиками, чтобы те предложили свои идеи по поводу 2 игр. Первая из них является мягким перезапуском франшизы, а вторая эпизодическим проектом в духе Telltale или Until Dawn. Я не в курсе подробностей, но надеюсь, Konami выделит необходимые бюджеты и найдет нужных разработчиков, чтобы эти игры стали успешными. Ну и конечно, мне кажется, лично мне, что Konami не хватает тут покоя, когда они смотрят на своих же конкурентов Capcom, которые сейчас перезапустили Resident Evil, у которых все прет, у которых идет все прям на полном ходу, и уже там ремейк 3 части выходит, кто знает, может потом 4 выйдет. И, наверное, они смотрят, и им завидно, потому что Silent Hill явно не хуже, чем Resident Evil, а идейно, если бы ее допилили, могла быть и еще даже лучше. К тому же, недавно появились слухи странные, что Хидео Кодзима может договориться с Konami на права на Silent Hill. И кроме этого, также наш гений недавно говорил о том, что он будет работать над хоррор-игрой. Совпадение? Вот не знаю, чуваки. Но это такой вот выпуск новостей, инсайдов, каких-то слухов. Мы можем лишь какие-то связи делать и думать, совпадение или не совпадение. В любом случае, Silent Hill надо возрождать, даже хотя бы просто как переосмысление. Ну и еще интересная штука такая была на Reddit опять замечена. Какой-то непонятный инсайдер, вот это уже инсайдер без особого имени, он что-то тоже предсказывал, но хрен знает что. Он говорит о том, что EA тоже думает сейчас о переосмыслениях. Видимо, вот эта вот резидентовская какая-то жилка сейчас всех тревожит, потому что все хотят переиздать и заработать. Но переиздавать надо качественно. И вот EA думают о том, чтобы переделать игру Star Wars The Old Republic. Эта игра еще называется в народе KOTOR. Это одна из лучших RPG. Делали ее BioWare, которые сделали потом Dragon Age, и у них потом
пошло все вниз, там Anthem, ну и прочие игры, короче, Dragon Age 3, ну, короче, все в таком духе. Mass Effect Andromeda, не будем вспоминать, дай бог ей здоровья. И они вроде как сейчас на полном серьезе думают о том, чтобы возродить KOTOR. Это будет ремастер, либо это будет как бы продолжение серии, переосмысление, ну, видимо, перезапуск какой-то мягкий. Не знаю, насколько это правда, но учитывая успех Star Wars Jedi Fallen Order, который был экшен с историей и зашел, наверное, всем, я в это верю. А у меня на этом все, народ. И если вас немножечко будоражит новость, вот эта первая, о цензуре, о каких-то проблемах, о том, что людей просто за какие-то старые материалы пытаются к чему-то привлечь непонятному, лишить их свободы и наказать, пишите обязательно свое мнение в комментариях, потому что это надо поддерживать. Я об этом говорю исключительно для того, чтобы была какая-то справедливость, и об этом можно молчать, но я не буду. Я об этом уже много раз говорил на канале, на эти темы, и поэтому такое просто не могу пропустить. Ну а с вами был, как всегда, Олег Пазл. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Смотрите вот эти ролики по аннотациям. Всего крутого вам, народ, и пока.